Прошло уже почти 10 лет с момента выхода первых серий культовой драмы «Черная любовь», но в сети до сих пор не утихают споры. Кемаль и Нихан стали абсолютным эталоном экранной любви для миллионов людей по всему миру. Но задумывались ли вы, почему даже сейчас поклонники продолжают монтировать с ними фан-видео, писать истории и искренне верить, что Бурак Озчивит и Неслихан Атагюль были созданы друг для друга в реальной жизни? Что это, высший пилотаж актерской игры или настоящие чувства, которые просто невозможно было скрыть от камер? Сегодня мы разберем главный феномен турецкого кинематографа и узнаем, какая драма развернулась за кулисами самого популярного сериала. Обязательно досмотрите до конца, ведь реальные отношения актеров оказались куда более запутанными, чем сюжет в кино. Чтобы понять, почему эта пара до сих пор не отпускает зрителей, нужно вернуться в самое начало. С первых же секунд совместного появления в кадре Бурак и Неслихан выдали такую энергетику, которую турецкий экран не видел ни до, ни после. Во-первых, это было идеальное попадание в типажи. Статный, мужественный Бурак с его пронзительным взглядом и хрупкая, но невероятно сильная Неслихан, чьи глаза способны передать всю боль этого мира. Они смотрелись вместе настолько гармонично, что зритель мгновенно забывал, перед ним актеры, которые просто читают текст по сценарию. Во-вторых, они не просто играли любовь, они проживали настоящую трагедию. Каждая улыбка, каждое мимолетное прикосновение и каждая слеза выглядели абсолютно искренне. Неудивительно, что проект «Черная любовь» получил престижную премию «Эмми», став первой в истории турецкой новеллой, завоевавшей столь высокую награду на мировом уровне. Именно этот триумф навсегда закрепил за Бураком и Неслихан статус главной экранной пары 21 века. Но есть еще одна, чисто психологическая причина, почему фанаты годами отказываются отпускать эту пару. И кроется она в финале сериала. Вспомните, на протяжении 74 серий зрители отчаянно боролись вместе с героями за их счастье. Мы ждали классического, красивого финала, где добро побеждает зло, а влюбленные наконец-то обретают покой. Однако создатели проекта решили иначе, и история Кемаля и Нихан оборвалась на самой высокой, трагической ноте. Психология преданного зрителя устроена очень интересно. Когда экранная история заканчивается разбитым сердцем, наше подсознание начинает требовать справедливости и компенсации. Не получив счастливого конца на экране, миллионы людей перенесли свои ожидания на реальную жизнь. Поклонники стали отчаянно искать любые знаки, намеки и скрытые взгляды на съемочной площадке, чтобы дописать этот хэппи-энд самостоятельно, уже для самих Бурака и Неслихан. Однако, пока на экранах бушевала вымышленная страсть, в реальной жизни актеров кипели совсем другие, куда более приземленные драмы. Дело в том, что к моменту съемок и Бурак, и Неслихан уже строили свои личные отношения с другими людьми. Они не были свободны, и это лишь добавляло напряжения в съемочный процесс. Прямо в разгар работы над сериалом, летом 2016 года, Неслихан Атагюль вышла замуж за известного актера Кадира Дагулу. Их свадьба была громкой, и Неслихан выглядела абсолютно счастливой. Бурак Озчивит в это же самое время вовсю готовился к свадьбе с одной из самых красивых актрис Турции Фахрие Эвджен, с которой он познакомился на съемках другого культового сериала «Королек. Птичка певчая». Конечно же, турецкая пресса не могла упустить такой шанс. Папарацци буквально преследовали актеров и ежедневно подогревали слухи о дикой ревности их законных половинок. Газеты писали, что Кадир Дагулу буквально сходил с ума от слишком откровенных, долгих и страстных сцен поцелуев своей молодой жены с Бураком. Журналисты караулили Кадира у выходов из ресторанов, задавая провокационные вопросы. В это же время инсайдеры заявляли, что Фахрие Эвджен, славящаяся своим ревнивым характером, запрещала Бураку даже упоминать имя Неслихан дома и отказывалась смотреть серии с их участием. Самое интересное, что эти слухи о ревности сработали в обратную сторону. Вместо того, чтобы успокоить фанатов и показать, что у каждого своя жизнь, сплетни лишь укрепили веру шипперов. Поклонники рассуждали просто: если законные супруги так сильно ревнуют и устраивают скандалы, значит, между Бураком и Неслихан на площадке точно вспыхнули настоящие, опасные чувства, которые они пытаются скрыть под маской сценария. Но горькая правда заключалась в том, что за кулисами «Черной любви» никакой романтикой даже не пахло. Напротив,
К концу второго сезона между главными звездами проекта выросла глухая ледяная стена. Отношения Бурака и Неслихан испортились настолько, что они полностью перестали общаться вне кадра. Доходило до абсурда. Съемочной группе приходилось подстраивать график так, чтобы актеры пересекались только в момент команды «Мотор». Некоторые совместные сцены и вовсе снимали крупными планами по отдельности, потому что находиться в одной комнате звездам было тяжело. Что же произошло? По слухам, причиной стала неосторожная фраза Бурака Озчивита в одном из интервью. Когда журналисты спросили его о страстных поцелуях в кадре, Бурак уверенно ответил, что Кадир Дагулу – его близкий друг, и на площадке происходит исключительно профессиональная работа. Кадир посчитал это заявление высокомерным и резко ответил в своих социальных сетях, назвав Бурака слишком влюбленным в себя человеком. Неслихан, естественно, приняла сторону мужа. После этого актеры объявили друг другу молчаливый бойкот. Они не пригласили друг друга на свои свадьбы, демонстративно отписались в соцсетях и до сих пор категорически избегают любых вопросов друг о друге. И вот здесь, на стыке реальности и вымысла, открывается самая главная тайна этого феномена. Бурак Озчивит и Неслихан Атагюль доказали всему миру, что они по-настоящему великие, гениальные актеры. Их реальная взаимная холодность, обиды и даже вражда за кулисами лишь подчеркивают, насколько невероятно они смогли сыграть всепоглощающую, безумную и жертвенную любовь на экране. Зритель видел огонь там, где на самом деле был лед. Фанаты продолжают мечтать об этой паре вовсе не потому, что актеры действительно должны бросить свои реальные семьи, в которых они счастливы уже много лет, и быть вместе. Нет, это фанатская мечта о тех чистых, мощных и неповторимых эмоциях, которые Кемаль и Нихан подарили зрителям по всему миру. Это тоска по идеальной, вечной любви, которую турецкий кинематограф за последние 10 лет так и не смог повторить с прежней силой ни в одном другом проекте. Бурак и Неслихан подарили нам красивую сказку, а сказки, как известно, никогда не умирают. А как думаете вы? Смог ли хоть один современный турецкий сериал за последние годы повторить ту самую невероятную химию из «Черной любви»? Или Кемаль и Нихан так и останутся недосягаемой вершиной? Обязательно пишите свое мнение в комментариях под этим видео, мне будет очень интересно почитать. Ставьте лайк, если финальные серии драмы до сих пор вызывают у вас слезы, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие разборы ваших любимых актеров. До встречи в следующих выпусках.